Когда «Игра в кальмара» появилась на Netflix в середине сентября, ее жестокость и смертоносные соревнования, организованные для развлечения одних и несущие гибель другим, возродили у зрителей интерес к поджанру и подняли вопрос, а так ли нова эта идея? Здравствуй, мой дорогой киноман, это Shadow Tavern, и сегодня у меня для тебя 10 потрясающих сериалов и фильмов про смертоносные испытания и безвыходные ситуации. Но не стоит забывать, что «Игра в кальмара» — это нечто большее, чем кровавые игры. Это еще и своего рода социальный хоррор, затрагивающий многие актуальные проблемы. Что-то в выпуске должно быть хорошо знакомо зрителям, а что-то вышло совсем недавно. Не стесняйтесь дополнять список своими комментариями и, конечно же, рекомендовать его друзьям. Приятного просмотра! Королевская битва. Самое что ни на есть база. Фильм 2000 года создал новый поджанр, как в сериалах и кино «Привет, голодные игры», так и в онлайн-играх. В ближайшем будущем безработица в Японии крайне высока. Люди теряют средства к существованию, в обществе царит хаос, а студенты стали бойкотировать учебные заведения. Чтобы преподать детям урок, правительство принимает закон о королевской битве. Случайным образом выбирают классы, заставляют их сражаться друг с другом на отдаленном острове. 42 ученика, каждый с рюкзаком предметов первой необходимости и случайным оружием. По истечении 3 дней в живых должен остаться лишь один из них. Если попытаться сбежать — казнь. Если выживет несколько учеников — тоже казнь. Как вы уже могли понять, в этом фильме почти нет сюжета, зато в нем одна жестокая сцена сменяется другой. При всем этом это даже не хоррор, а скорее социальный триллер, снабженный ультранасилием. В любом случае, несмотря на неоднозначное содержание, он оказался крайне успешным и популярным, успел стать классикой и получить множество наград. Алиса в пограничье. С ростом популярности «Игры в кальмара» зрители наконец-то обратили внимание и на прошлогодний сериал. Он рассказывает историю Арису, 24-летнего бездельника, прожигающего дни в видеоиграх, и его лучших друзей Сёта и Каруба. Все трое таинственным образом переносятся в, казалось бы, заброшенную и опустевшую версию Токио и вынуждены участвовать в серии смертельных игр, чтобы выжить. Если кто-либо из участников попытается покинуть пределы игровой зоны во время игры, он будет казнен загадочным лазером с неба. Все прошедшие раунд получают игровое время, позволяющее прожить спокойно еще несколько дней, а затем или новая смертельная игра, или лазер с неба. Как и в Squid Game, в этом сериале акцент поставлен на сюрреалистические игры, жестокие последствия поражения и душераздирающие потери героев. Игра лжецов. Нао, доверчивая и наивная студентка, оказывается втянутой в загадочную игру лжецов, в которой участникам выдают огромные суммы денег, а затем им приходится обманывать друг друга. Некоторые становятся богатыми, в то время как большинство участников остаются в долгах до конца своей жизни. Игра лжецов, наряду с Кайдзи, послужила вдохновением для игры в кальмара. Это игра-обман, в которой участники должны либо проложить свой путь к сотне миллионов йен, либо дорого заплатить за поражение. В отличие от Squid Game, испытания которые содержат как необходимость использования интеллекта, так и силы, игра лжецов больше ориентирована именно на логику и рассуждение. В этом выпуске я упоминаю именно сериал 2007 года, хотя не меньше удовольствия вам доставит просмотр как новой версии телешоу, так и прочтение манги. Выбирайте на свой вкус. 3%. Сюжет этого бразильского сериала «Антиутопия» основное внимание уделяет отчаявшемуся населению, которое подвергается смертельной опасности ради шанса на лучшую жизнь. В неопределенно отдаленном будущем мир разделен на две касты. Так называемые 3%, которые живут в утопическом комфорте и достатке на уединенном острове, отделенном от материка, и все остальные, которые живут в нищете в городах так называемой внутренней территории. Каждому гражданину по достижении 20 лет предоставляется один шанс пройти строгий и опасный отбор, известный как процесс. Хотя испытания в 3% не такие ужасные, как в «Игре в кальмара», эти тесты все так же поощряют в участниках все большую и большую тягу к насилию по мере прохождения этапов. Сериал представляет собой более научно-фантастический подход. К тому же его вселенная изначально чуть шире, ведь представляет и сопротивление, пытающееся бороться с системой. «Милый дом», одна из самых успешных дорам Netflix, также рассказывает о группе людей, которым приходится бороться со своим эгоистичным характером и работать сообща, чтобы выжить. Хён — одинокий школьник, недавно потерял всю свою семью в ужасной трагедии и вынужден переехать в новый дом. Однако в один из дней начинает происходить странное. Люди превращаются в монстров и пытаются истребить человечество, а выжившие жильцы оказываются заперты в здании с чудовищами. С точки зрения сюжета, «Милый дом» прост. Большинство людей превращается в монстров, остальные пытаются выжить. Однако то, что делает эту драму действительно хорошей, философский подтекст. Показывая битву между добром и злом, телешоу заставляет зрителей задуматься, что на самом деле значит быть человеком. Страшная воля богов.
Если вы ищете безумный триллер о выживании, который соответствовал бы уровню жестокости смертельных игр Squid Game и даже превосходил их, то вот он. И именно по этой причине про него я расскажу совсем немного, ведь такое я просто не могу показать на канале. Основанный на первой арке одноименной манги, фильм рассказывает о старшекласснике по имени Сёна. Не самом лучшем ученике, который устал от тихой скучной жизни. Он искренне желает, чтобы с ним случилось хоть что-то интересное, и вскоре после этого он и его одноклассники становятся заложниками разумной куклы божества Дарумы и вынуждены играть с ним в самые безумные, необычные и кровавые игры. Судная ночь. В криминальной и густонаселенной Америке правительство санкционировало ежегодный 12-часовой период, в течение которого любая незаконная деятельность становится законной. С полицией связаться невозможно, больницы прекращают оказывать помощь, а люди выходят на улицы, чтобы выплеснуть скопившуюся за год злобу. Целая ночь, в которой население может делать практически что угодно, не задумываясь о последствиях. Этот сериал сюжетно намного проще, чем большинство в выпуске, но все же даже он представляет собой больше, чем пустой боевик, раскрывая внутренние противоречия персонажей и вникая в последствия их выбора в моменты смертельной опасности. Круг. 50 незнакомцев просыпаются в ловушке в большой загадочной комнате. Расставленные в круг, они быстро понимают, что случайный человек из них будет казнен каждые 2 минуты или раньше, если они попытаются комнату покинуть. А вскоре они понимают, что группа может контролировать, кто умрет следующим, и они сами выбирают, кого из участников убить. «Круг» — это научно-фантастический фильм с очень простой концепцией, но при этом он интригует, увлекает и наводит на размышления. Хотя он и довольно медленный. К слову, после выхода фильм очень долгое время оставался незамеченным, найдя новых зрителей лишь сейчас. Черное зеркало. За последние десятилетия технологии изменили почти все сферы нашей жизни, порой даже не позволяя нам остановиться и подумать над происходящим вокруг. Каждый дом, каждое рабочее место, на каждой ладони сейчас есть экран, черное зеркало современного мира. В эпизодах «Черного зеркала», пожалуй, нет смертоносных испытаний, разве что эпизоды плейтеста и 15 миллионов заслуг отсылают зрителей к видеоиграм. Тем не менее, почти каждый эпизод раскрывает социальные проблемы и критикует технообщество. Но прежде чем Чарли Брукер снял «Черное зеркало», он подарил зрителям сериал «Тупик». Это невероятно оригинальный взгляд на жанр зомби-апокалипсиса. «Тупик» сосредоточен на группе участников реалити-шоу, которые остаются в блаженном неведении и продолжают играть свои роли, в то время пока всемирная вспышка зомби-вируса уничтожает их аудиторию. Постепенно они начинают понимать, что никого, даже их продюсеров, больше не интересуют их глупые выходки на экране. Сочетая едкий сатирический юмор с по-настоящему необычной концепцией зомби-апа, сериал представляет собой превосходный хоррор выживания, остроумный, прекрасно поставленный и захватывающий. К слову, не так давно вышел бразильский сериал с той же концепцией «Зомби-реальность», но он явно уступает оригиналу. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, поддержите канал. Понажимайте кнопки, поделитесь ссылкой с друзьями и оставьте какой-нибудь комментарий. Вам не сложно, мне приятно, а каналу это очень помогает. И до встречи в новом видео. Пока!